Привет! Сегодня мы сошьем с вами вместе вот такой замечательный комбинезон. Выкройки его специальной у меня не было, поэтому я просто взял выкройку широких брюк и рубашки. Оба построения можно посмотреть по ссылкам из описания. Я замоделировал, но не стал выполнять выточки и складки, так как комбинезон должен быть широким в талии, а припуск для застежки на рубашке я убрал. Идея простая – совместить низ и верх по талии. Подготовим ткань, подготовим нити и раскроим все детали. Я буду показывать все моменты очень быстро и обращать внимание только на самое основное, так как брюки и рубашку мы уже с вами шили много-много раз и очень подробно. Все ссылки в описании видео. Вот так мы планируем совмещать. Так как на рубашке будет запашивочный шов, а на брюках простой, то размер полочки немного больше, чем переда брюк. Начнем с простого пошива брюк или низа нашего комбинезона. Отметаем все детали. Карман я замоделировал накладной хитрой формы, чтобы разнообразить изделие. Укрепим место входа клеевым дублерином, чтобы защитить от растяжения. Помним, что утюг двигать нельзя. Сделаем край кармана. Вывернем и обработаем утюгом. Теперь соединим переднюю и заднюю половинку брюк. Разутюжим шов. Я использую деревянный брусок, чтобы шов был плоским и красивым. Выполним строчку. Теперь соединим детали брюк. Передние детали соединим не целиком, чтобы оставить место для молнии. Соединим детали. Все швы мы разутюживаем. Перейдем к рубашке. Сначала соединим спинку с деталями кокетки. Потом соединим полочку с кокеткой методом буррито. Вывернем. Сделаем разрез на рукаве удобным способом. Соединим рукав и изделие. Выполним боковые швы. Шов запашивочный. Укрепим детали манжет и соединим их с рукавом.
соединим детали. Такие детали, как манжеты, я всегда сметываю вручную после выворачивания, перед выполнением строчки. Так получается лучше и не мешают булавки при работе. Теперь сделаем шляшки для пояса и соединим их с брюками. Соединим верх и низ. Оставляем место для молнии. Если вы не уверены в длине изделия, то сначала сметайте и примерьте, а после этого можно убрать лишнее. Теперь выполним молнию. Моя молния длиной 80 сантиметров. Ваша может быть 75 или 90, зависит от роста. Выполним воротник-стойку, а заодно и закроем край молнии. Соединим детали. Выполним пояс. Осталось сделать петли для пуговиц на рукавах и подогнуть штанины после примерки. Все готово. Носите с удовольствием. Надеюсь, что вам понравилось и вы посмотрите еще одно видео. Спасибо. Пока-пока.